Всем привет! Согласитесь, что видеоигры — это отдельная часть искусства. Как и фильмы, книги или музыка, они способны вызывать у игрока абсолютно разные эмоции. Мне же в данном ролике хочется выделить несколько таких игровых проектов, а именно сцен, которые заставляют в прямом смысле этого слова вызывать у игроков грусть, жалость и даже в некоторых моментах всплакнуть. Ну а перед началом данного ролика я прошу тебя подписаться на канал, если ты этого еще не сделал. Ну а мы начинаем. На первом месте у нас идет великолепный проект «Один из нас», а именно момент в самом начале игры, когда вирус только начал распространяться и Джо с дочерью уже уезжали из города. Произошла авария, в результате которой Сара сломала ногу и отцу пришлось с пешкой убегать от зараженных и нести ее на руках. Они встретили военного, который начал по ним стрелять. Джо смог увернуться от летящего в него пуль, но вот Сару настигла другая и очень печальная участь. Господи, прошу тебя, не умирай, прошу тебя, не бросай меня, дочка. Господи. О Саре почти ничего не известно, так как в игре ей уделили совсем короткую сцену в начале прохождения. Из этого короткого момента можно понять, что Сара жизнерадостный человек и она очень любила своего отца, но навряд ли какой-либо игрок успел привязаться к ней, ведь про персонажа разработчики The Last of Us толком-то ничего и не рассказали. На втором месте у нас сцены из Call of Duty Modern Warfare 2. Множество игроков на этом моменте были просто шокированы одной их сцен, где во второй Modern Warfare генерал Шепард оказался предателем и убил двух героев, Гоуста и Роуча, двух честных, харизматичных и мужественных солдат, которые сражались в самых горячих местах планеты. Если вы помните, Гоуст был застрелен на месте, а Роуч еще оставался в живых. Это Прайс, прием! Люди Шепарда напали на нас на свалке! Соул, держи левый фланг! Шепард, предать! Концовку сцены мы все помним. Нам показывается сцена от первого лица, где мы видим, как героев обливают горючим и сжигают. Момент на самом деле довольно печальный, который остался в воспоминаниях фанатов до сих пор. На третьем месте у нас игра «Мафия». Сюжет игры — это по сути история решения одного человека, оказавшегося не в том месте и не в то время. Изначально главный герой — простой таксист, который вынужден искать защиту у мафиозной семьи. Криминальная жизнь постепенно затягивает главного героя. Поначалу Томми все нравится. У него появляются друзья, деньги, женщина и власть. Вот только потом оказывается, что Томми все-таки не годится для этой работы, и в нем осталось слишком много добра. Эти две стороны, обычный таксист и мафиози, постоянно борются в нем. Добрая сторона главного героя отпускает Фрэнка Коллетти, бывшего консильери Дона Сальери, а злая сторона все время хочет больше власти и денег, и в итоге решается на ограбление банка. На протяжении всей игры мы видим, как главный герой склоняется то в одну, то в другую сторону, и в конце все-таки выбирает добро, идя на сделку с полицией. Но из мафии так просто никого не отпускают. Когда игроку показывают, как усатый и посидевший Томми мирно поливает свою лужайку, он сразу понимает, что что-то здесь не так. Семья не дает нам упасть, когда у нас уже нет сил идти. Мистер Анджело? Да. Мистер Сальери передает привет. Выстрел из дробовика, и Томас Анджело умирает на пороге собственного дома. По крайней мере, он смог пожить спокойно. Четвертое место. Еще один превосходный проект от первого лица в моем топе игр с грустными и печальными моментами. Metro Exodus. Хотя на протяжении всех игр серии Metro общая атмосфера отчаяния и безысходности, но все же в ней можно разглядеть удивительную тягу к жизни людей, тягу к чему-то светлому, среди того мира, в котором они жили. В каждой из игр этой серии есть светлая и темная концовка. Но вот сцена в Exodus я не выдержал и пустил скупую мужскую слезу, признаюсь честно. А именно на моменте, где один из самых харизматичных персонажей игр Metro, полковник Мельник, погибает, спасая Артема, который жертвует собой и отдает ему свой антирад. В результате Мельник погибает, но Артем остается в живых. Он успешно доставляет лекарства для Анны, которая также выживает. Игра заканчивается похоронами полковника. Это хорошая концовка. Артем, Анна и другие спартанцы собираются вместе, чтобы попрощаться с Мельником. Артема назначают командиром ордена, после чего он намерен исполнять последнюю волю полковника – спасать людей.
На 5-ю строчку рейтинга попадает легендарная игра Half-Life Episode 2, а именно печальная концовка, которая заставила многих фанатов плакать горючими слезами. Интересно, как бы они рыдали, если бы узнали, что продолжения не будет. В конце 2-го эпизода героям удается закрыть портал Альянса и предотвратить вторжение инопланетной армии. Кажется, что все идет как надо, но совершенно внезапно радующихся героев атакуют 2 советника Альянса, которые убивают ключевого персонажа Илая Венса. Детка, закрой глаза. Я люблю тебя, папочка! Не смотри. Нет! Нет, Боже! Нет! Нет! Гордон! Пёс! Предугадать такой поворот событий было совершенно невозможно. Несчастная Алекс плачет над телом отца. На 6-м месте у нас эпизодическая игра по мотивам знаменитого сериала «Ходячие мертвецы», а именно смерть одного из главных героев – Ли Эверетта. Ли был словно самым настоящим отцом для девочки Клементины. Он проявил себя как мудрый лидер для выживших товарищей, и что даже более важно, как защитник Клементины. И от этого становится еще печальней, когда Ли кусают. Ведь это стало началом конца для него. Но отступать нельзя. Необходимо искать тогда пропавшую Клементину. Ли выслеживает девочку, в процессе чего к нему приходит осознание, что все действия и решения имеют последствия. Ослабевающий Ли пытается удостовериться, что Клементине ничего не угрожает. Окончательно ослабевший, но все еще цепляющийся за жизнь главный герой остается сильным защитником для девочки. Он пытается уверить ее, что она уже способна бороться за свою жизнь без него. Клементина становится совершеннолетней, и с этих пор игрок контролирует ее, а не Ли. И ей нужно принять первое решение: убить Ли или нет. Независимо от решения игрока, прощание с Ли будет мучительным и долгим. На 7-м месте эпизод из игры Space Ops The Line. В данном эпизоде герои, находящиеся в разрушенном катастрофой Дубае, решают применить бомбы с белым фосфором против солдат собственной армии. Игроку предлагают методично расстреливать противника, наблюдая за происходящим сверху. После этого герои спускаются вниз и видят страшную картину: обгоревшие до скелета тела, которым не повезло остаться в живых. За что? Вы сами виноваты. Мы помогали. Что? О, нет. Но все становится хуже, когда отряд обнаруживает несколько десятков трупов ни в чем не повинных гражданских, которые тоже попали под обстрел. Картина по-настоящему жуткая и пугающая. Это действительно очень сильный и очень яркий эпизод, ради которого стоит сыграть в эту игру. Ну и, наконец, 8-е место, которое достается второй части «Мафия», а именно момент с 2 ключевыми героями – Вито и его друга Джо, которые ввязываются в очень сложную мафиозную разборку, после чего их хотят убить. К счастью, главный герой игры получает шанс искупить свою вину. Его просят убить главу одной местной мафиозной семьи. Вито и Джо выполняют задачу, после чего их сажают в разные автомобили. Уже в этом месте стоило насторожиться. Опасения оправдываются, когда автомобиль Джо сворачивает в правую сторону и его увозят в неизвестном направлении. Друг героя не входил в сделку, поэтому ему теперь не позавидуешь. Джо в сделку не входил. Главный герой остается один, живой, но в очень паршивом для себя состоянии. Оно и понятно, после такого хорошо себя чувствовать не будешь. Ну а на этом все. Если понравился данный топ и ты готов что-то в него добавить, то обязательно оставляй свой комментарий под данным роликом, будет очень интересно. А также ставить лайк, если понравилось видео. Всего вам хорошего и пока.